Послушай и ощути особый вкус жизни. Ты не беги, не спеши, ты наслаждайся. Наслаждайся каждой минутой жизни, самыми маленькими радостями, дающими возможность взглянуть на мир с той силой глубины, на которой ты уже находишься. Страх поглощен опытом и уверенностью. Ведь занавес всех тайн приоткрыт. Ты понимаешь, что сказка жизни, она в тебе, в твоих мыслях, в твоей улыбке. И никто не может изменить твою сказку на драму, если ты этого сам не захочешь. Не позволишь изменить сценарий, который ты сам себе написал по велению Всевышнего. Ведь тебя, должно быть, не беспокоит уже мнение других, не так ли? Ты не делай предположения о том, что другие люди чувствуют, хотят или думают. Ты не разыгрывай воображаемые сценарии. Каждый раз, когда ты ловишь себя на беспокойстве о том, что другие люди делают или говорят, ты считай, что пришло время вернуться в реальность и пребывать сегодня и сейчас. Не трать энергию на ненужные мысли. Ты научись делать выбор, думая о себе, а не беспокоясь о разочаровании и мнении других. Ощути свой особый вкус жизни. Никогда никому ничего не доказывай, так как потери этой энергии, они просто колоссальны. Ты гасишь себя, гасишь других людей, гасишь ресурсы ситуации всей твоей реальности. Ты тратишь психическую энергию на разговоры и проблемы, лежащие за рамки твоих полномочий. Тратишь силы на то, чтобы изменить то, что ты не можешь. Пытаешься воспитать других, манипулировать ими, вместо того, чтобы заниматься только своими делами. И лучший способ доказать что-либо – это наша, твоя собственная жизнь в гармонии внутреннего и внешнего мира, с радостным и благодарным принятием всего. А восточная философия называет этот процесс деянием в недеянии, что на деле означает давать всему происходить и никому ничего не доказывать. На поверхности твоя повседневная жизнь, она остается неизменной. Все трудности, личные кризисы, неприятности, недоразумения, они отнюдь не исчезают. Меняется нечто иное. Это твоя реакция на все эти вещи. Они перестают казаться непреодолимыми, невыносимыми или даже просто неприятными. Погружайся вовнутрь, даже в самых трудных ситуациях, и находи там лекарство всему плохому в виде душевного равновесия. Раны исцеляются, когда мы прощаем себя и других за ошибки, столь свойственные человеку. Ты позволь себе и другим терпеть неудачи, совершать ошибки, осознавая собственную уязвимость и хрупкость. Свои причуды и особенности, они образуют собой часть твоей уникальности, твоей своеобычности. Ты являешься человеком особенным и красивым именно благодаря своим разнообразным человеческим качествам, а не вопреки ним. На самом деле, именно в этом и состоит подлинная красота. Не забывай и то, что даже самые кризисные ситуации, они необходимы. Кризис предоставляет возможность произвести переоценку ценностей и отпустить чувство вины. Ты можешь полностью поменять свое отношение к жизни. Прохождение жизненных кризисов ставит тебя перед выбором из двух противоположностей: ненавидеть мне этого человека или простить. Мне будет лучше извлечь урок из этого опыта, что поспособствует моему росту, или я буду обижаться и стану озлобленным. Выберешь ли ты простить свои недостатки, несовершенства других людей
Или вместо этого будешь обижаться на них и мысленно атаковать? Избежишь ли ты подобной ситуации в будущем из-за страха перед ней? Или все же справишься с кризисом и обретешь контроль над чувствами раз и навсегда? Выберешь ли ты надежду или уныние? Сможешь ли ты использовать опыт как возможность научиться взаимодействовать с другими или спрячешься в скорлупу страха и озлобленности? Опыт является возможностью подняться вверх или опуститься вниз. Весь вопрос в том, что ты на самом деле выбираешь. У тебя есть возможность выбирать, хочешь ли ты цепляться за эмоциональные потрясения или отпустить их. Ты можешь сознательно посмотреть на ту цену, которую платишь, держась за них. Ты хочешь ее платить? Готов ли ты принять свои чувства? У тебя есть возможность увидеть преимущество их отпускания. Твой выбор определяет твое будущее. Какого будущего ты желаешь? Выбираешь ли ты исцеление или присоединяешься к побитым жизнью? Выбирая между этими возможностями, нужно посмотреть на ту выгоду, которую ты получаешь, цепляясь за остатки болезненного опыта. Какое удовлетворение ты получаешь? Насколько малым ты готов довольствоваться? Злость, ненависть, жалость к себе, обиды. Все это несет некие выгоды и некоторое внутреннее удовлетворение. Давай не будем притворяться, что это не так. Держась за боль, ты получаешь своеобразное специфическое удовольствие. Без сомнения, это удовлетворяет твою подсознательную потребность посредством наказания облегчить чувство вины. Ты начинаешь чувствовать себя несчастным и плохим. И здесь возникает вопрос, и как долго это будет происходить? И снова твой выбор. Но прохождение через жизненный кризис делает тебя человечней, сострадательней, лучше принимающим, понимающим самого себя и других. Преодоление эмоционального кризиса, оно заканчивается обретением больше мудрости, пожизненных преимуществ. На самом деле страх перед жизнью является страхом перед чувствами. И ты боишься не столько событий, сколько чувств, связанных с ними. И если ты обретаешь контроль над чувствами, твой страх жизни уменьшается. Когда источник счастья найден внутри, ты приобретаешь иммунитет к потерям, которые являются частью этого мира. Ты спокойно принимаешь то, что не можешь изменить. Ты отпускаешь то, что вчера еще тебя тревожило. И твой свет сияет и расцветает душевный сад, даря особый, индивидуальный вкус жизни. На самом деле истинное призвание каждого из нас состоит только в одном – прийти к самому себе. И кем бы ты под конец ни стал – поэтом, безумцем или пророком, это в конечном счете не важно. Твое дело найти собственную, а не любую судьбу, и отдаться ей внутренне, безраздельно и, конечно, непоколебимо. Все прочее – это половинчатость, это попытка улизнуть, это уход назад в идеалы толпы, это приспособленчество и страх перед собственной сутью. Божество в тебе, а не в понятиях и книгах, истиной живут, и ее не преподают. Живи сегодня и сейчас. Наслаждайся прибоем собственного моря жизни, неповторимой судьбы. Ты уникален, и именно твоя мелодия души способна заглушить звуки суетной серости, которая нужна для того, чтобы свет твоей души светил еще ярче, даря уникальность каждой минуты, погружаясь во вкус жизни, в твой неповторимый, истинный вкус,
ощущая настоящее счастье, присуще только тебе и способное согреть всех, кто любит тебя и кого ты обнимаешь душевной гармонией.